закончился международный пленэр и мой мастер-класс на альхоне. В первый день было знакомство, и, конечно, мы рисовали шаржи друг на друга. Я особенно люблю, когда на меня рисуют шаржи. Мы окунулись в дружественную, совершенно замечательную атмосферу наших коллег, единомышленников и в тишину альхона, известного всему миру места силы. Сегодня состоялась заборная выставка, на которой приходят местные ценители-коллекционеры, любители искусства. Оказывается, здесь есть художественная галерея. Я познакомился с очаровательными галерейщицами. И на выставке, конечно же, была директор этой галереи. Сегодня соборный день, я упаковываю картины, отвечу вам на несколько вопросов. Зефир 18. Стоя перед мотивом, художник должен его принять. Принять таким, какой он есть. То есть познать дзен, обрести спокойствие и запечатлеть его, перенести на холст интуитивно чувствами. Мне это напомнило фразу Шумахера. Если я полностью контролирую машину, то я еду медленно. Так же ли с искусством? Я не знаю такой фразы Шумахера, может быть, он так говорил. Скорее всего, мне попадались такие фразы, что я мог бы ехать быстрее и хотел бы ехать быстрее, но я еду с такой скоростью, которую может машина позволить. Она просто не может ехать так, как я хочу. Поэтому ограничиваю себя ее возможностями. Мысль ваша, Зефир 18, мне понятна. Вообще медленно двигаться, никуда не торопиться, это, конечно, великая благость. И до этого нужно много шишек набить, много торопиться, чтобы потом через какое-то время ощутить неторопливость, спокойствие, вообще неторопливость. Поспешай медленно. Мой опыт показывает, что я делаю больше, если я не тороплюсь, если я делаю все медленно. Конечно, мы знаем, что такое буддистские шаги, да? То есть идет человек, обычно там в шапке, закрывающей его лицо или глаза, с колокольчиком, может быть, очень медленно переступает одну ногу через какое-то время, очень медленно, другую ногу, позвякивая в колокольчик, наблюдая себя, наблюдая мир, наблюдая жизнь, присутствуя. Медленная скорость позволяет больше замечать, а для художника это крайне важная вещь, штука. Замечать больше. Не торопиться, не суетиться. Ведь в состоянии суеты что-то упускается. И, конечно же, самое важное зачастую. Спасибо вам большое за этот чудесный комментарий. Будем и дальше поспешать, не торопясь. Дмитрий Гостюшев, я обожаю недоделанные работы в живописи. Может, я сам недоделанный. Ну, может быть, здесь собрались, в нашей команде, палате. В основном, да, недоделки. В недоделанной работе видна мысль. Видно, как художник движется, его этапы. Они как будто неприлизанные, недоконченные, все эти этапы. Видно, как он стремится, стремительность в живописи, вот это такое направление энергичное, это харизма. Фактически зритель видит процесс, остановившийся процесс в какой-то момент. Показать в живописи процесс не каждый может, не каждый вообще рискнет это делать, потому что все же надо доканчивать, приканчивать. Но вот, будучи на Сицилии, я заметил, что там подают в ресторанах рис недоваренный, недоделанный. Мне это не очень как-то с рисом. А вот в живописи мне это нравится. Или нравятся музыкальные этюды. Конечно, музыканты сейчас скажут, или композиторы, насколько это красиво. Какие-то этюды, я не знаю, Дебюсси. Я плохо знаю классическую музыку, но понимаю вот суть эскиза, который для меня всегда был больше этюда, больше, чем картина большая. Или там симфония. Вот
вот намек. Вообще искусство намека в живописи – это великое, это дар. И если художник это чувствует, конечно, это надо использовать как можно, по возможности, чаще в картинах. Я вот так думаю. Мне очень приятно смотреть намек в живописи. В картине, в каждой картине ведь может быть намек. Вот что разжевывать, каждую полоску рисовать? Можно же намекнуть. Как-то это сделать. То есть, если есть задача показать намек, художник сделает это, найдет возможность. Главное, чтобы это было вот внутри ощущение, что это хорошо, ему хорошо, художнику. Он найдет что-то. Не будешь же все писать каждую букву, если вот, например, название какого-то кафе, ты его пишешь. Нет смысла, это как-то даже, это же не чертеж, это же не плакат, не фотография, а намек, цвет. Просто один цвет, другой цвет, третий. И как будто там что-то есть. Но ты же не делаешь рекламу этому кафе, если ты пишешь. Нет. Картошка, например, хороша немножко с сырцой, как мама говорила. Вот недоваренная, чуть-чуть с сырцой. Наверняка кто-нибудь из вас знает и любит такую. Вот чуть-чуть не так. Недоделка. Более того, эту недоделку часто выворачивают наружу. Например, одежда с швами наоборот, как будто наизнанку одета. Швы снаружи. Ну, каждый же знает, что это же элемент дизайна стал. А вы представляете, парень, например, познакомился с девушкой, они встречаются, и вдруг он говорит: я хочу тебе сказать, ведь в этот момент у девушки замирает сердце, ну, если она испытывает к нему чувство, что я вообще все падает, из рук валится, в глазах слезы. Надо ли ему что-либо вообще говорить, если глаза обо всем сказали уже, и она все поняла? Нужно ли все разжевать? Может быть, это пауза, недоговоренность самая дорогая в жизни. Значит, мы можем делать паузу в картинах, если она так дорога. Намекнуть, не договорить, не докрасить, не доделать, не дописать. Пауза, промежуток, тишина в живописи. Ну, для меня это очень большая значимость. Когда такое я вижу в работах друзей или вообще художников больших, по крайней мере, я стремлюсь эту паузу найти в каждой работе и показать ее, проявить. Она скрыта, может быть, а может быть проявлена. Она рассчитана на того человека, кто понимает ее важность. Он может ничего не знать о паузе в живописи, но его интуитивно притягивают такие работы, где не слишком много информации. Вернее, есть много информации в каких-то местах, есть ее отсутствие. Вплоть до белого холста. Почему нет? Друзья, про лайки не забывайте, это помогает развитию канала. Комментарии и задавайте вопросы. Тем будет интереснее нам с вами встречаться, интереснее жить. Онлайн-школа живописи работает, заходите в нее. Анонс посмотрите для примера. Там к каждому уроку есть анонс. Выберите что-нибудь, и мы будем двигаться к мастерству вместе. Первый урок в моей онлайн-школе о том, как видит художник. Я подробнейшим образом разбираю очень много, в основном, своих работ. Разбор – это препарация. Из чего она состоит? Конечно, мы говорим о тоне, о композиции, как это все устроено. Как в обычном мире обычные пейзажи, не пройти мимо них и увидеть в них изюминку, отсечь или обобщить ненужное, вытащить главное на передний план. Обо всем этом в первом уроке. Я стараюсь до вас донести, как отличить проходную работу от действительно произведения искусства. В чем разница? Как ее нащупать? Как смотреть на свои работы критически? Увидеть в них ошибки и больше никогда их не допускать. Писать грамотно. 2-часовой урок. Посидите с бумагой и карандашом. Хочу повышать весь коллектив сотрудников невидимого плена. Да? Вот.
Большое вам спасибо, ребята, за любовь, за заботу, за вкусную еду, за вкусный кофе, за Очень вкусный чай, вкусно. за- Очень. Очень вкусно. Дальше я уже на свое посмотрю и вот, ну а там, если что, сами знаете, мне кажется, это должно зайти. Город очень сильный символ, причем это, между прочим, Магомед Залиев был здесь, ты его застал. Спасибо большое. Максимум, вы сняли, потом выглядит. Спасибо.